Патрик Дженсен сжал в руках свой новый пульт управления дроном, и довольная улыбка расплылась по его лицу, когда изящная машина зависла в 50 футах над ним. После нескольких месяцев экономии он, наконец, приобрел первоклассный DJI Phantom 4 Pro, и его кристально чистая камера с разрешением 4К была именно тем, на что он надеялся. Но это было не только для съемки живописных пейзажей. У Патрика были более конкретные планы. «Просто сначала нужно освоиться с управлением», — пробормотал он себе под нос, направляя беспилотник выше. В качестве тренировочной площадки он выбрал заброшенный Блэкуотерский лес, обширный лесной массив, который, сколько он себя помнил, был огорожен забором и отмечен знаками «Посторонним», «Вход воспрещен». «Идеальное место для уединения», — подумал он. Послеполуденное солнце отбрасывало длинные тени, когда Патрик сидел в кузове своего пикапа, не отрывая глаз от экрана пульта управления. Беспилотник плавно летел по воздуху, делая широкие снимки густого крона деревьев внизу. Его уверенность росла с каждой минутой полета, и вскоре он начал выполнять все более сложные маневры. Через час после начала тренировки Патрик отвлекся на мигающий индикатор заряда батареи. «Черт возьми!» — выругался он, немедленно направляя беспилотник обратно на свою позицию. Но во время навигации камера дрона зафиксировала нечто неожиданное. Поляна в лесу, на которой было что-то похожее на озеро. Вода сразу же привлекла внимание Патрика. В отличие от грязно-коричневых и зеленых оттенков большинства местных озер, это мерцало потусторонним глубоким синим цветом, который, казалось, менялся по мере того, как по его поверхности пробегала рябь. Еще более причудливым было кольцо золотистого песка, окружавшее его, и оно больше походило на Карибский пляж, чем на что-либо на северо-западе Тихого океана. Патрик был настолько очарован, что почти забыл о предупреждении о батарее, пока дисплей не начал мигать красным. Он дернул за ручку управления, но было слишком поздно. Экран потемнел, и где-то вдалеке он услышал слабый звук разбивающегося его дорогого нового беспилотника. Не раздумывая, Патрик завел грузовик и проехал сквозь сетчатое ограждение, поморщившись от скрежета металла. После 20 минут блуждания по густому подлеску он выбрался на поляну и ахнул. Вблизи озеро оказалось еще красивее. Вода пульсировала внутренним свечением, переходя от кобальтового к лазурному с каждой легкой волной. Песок вокруг был не просто золотистым, он сверкал, словно смешанный с микроскопическими бриллиантами. Патрик вышел из своего грузовика и, на мгновение забыв о своем дроне, направился к берегу. Песок под его босыми ногами был теплым, несмотря на прохладный осенний воздух. Он стоял как вкопанный, наблюдая, как вода, казалось, реагирует на его присутствие, и волны становились немного больше по мере его приближения. Прошло несколько минут, прежде чем он вспомнил о своем задании и обнаружил свой беспилотник у кромки воды. Каким-то чудом он получил лишь незначительные повреждения. Патрик аккуратно закрепил его в своем грузовике, затем бросил последний долгий взгляд на озеро и неохотно поехал домой. В тот вечер, просмотрев отснятый материал, Патрик не смог удержаться и поделился своим открытием в интернете. Он загрузил видео с простой подписью, обнаружил это невероятное скрытое озеро, когда тестировал свой беспилотник. Кто-нибудь знает, почему вода выглядит таким образом? Когда на следующее утро он проверил свой почтовый ящик, среди уведомлений было одно электронное письмо от доктора Свена Витовски,
который представился гидрологом из Тихоокеанского северо-западного университета. Ученый сразу же заинтересовался местоположением озера и предложил встретиться в тот же день. Они встретились в тихом кафе в центре города. Доктор Витовский был высоким и угловатым, в очках в металлической оправе и твидовом пиджаке, который идеально соответствовал представлению Патрика об ученом. «Цвет, который вы запечатлели, очень необычный», — сказал доктор Витовский после представления, напряженно наклонившись вперед. «Я бы хотел взять несколько образцов. Не могли бы вы показать мне это место?» Что-то в нетерпеливом выражении лица ученого должно было насторожить Патрика, но гордость от того, что он обнаружил нечто, по-видимому, важное, взяла верх над осторожностью. «Конечно, я могу отвезти тебя туда завтра». Патрик так и не заметил, как появилась игла. Когда они шли к парковке, он почувствовал легкий укол в шею, за которым последовала темнота. Он очнулся в помещении, которое, по-видимому, было кабинетом медицинского наблюдения, с раскалывающейся головой. Вошел доктор Витовский, одетый в белый защитный костюм, его лицо было видно сквозь прозрачную маску. «Я прошу прощения за методы, мистер Дженсен, но время было необходимо. То, что вы обнаружили, это не озеро. Это нечто гораздо более опасное. В течение следующего часа, когда головокружение Патрика прошло, Витовский объяснил, что озеро соответствует химическим признакам незаконного сброса промышленных отходов 15-летней давности, коктейлю из экспериментальных соединений, которые никогда должным образом не изучались. Необычная окраска и очевидная реакция на присутствие человека привели в действие меры предосторожности. «Мы доставляем вас на место», — заключил Витовский. «Нам нужно, чтобы вы убедились, что это то же самое место, и помогли нам понять, что именно вы там испытали». К тому времени, как они прибыли на место, лесная поляна превратилась в нечто напоминающее военную операцию. Белые палатки были расставлены по периметру, и десятки ученых в защитном снаряжении целеустремленно передвигались вокруг оборудования, которое Патрик не узнавал. Все озеро было оцеплено желтой лентой биологической защиты. «Ждите здесь», — проинструктировал Витовский, присоединяясь к своим коллегам у кромки воды. Патрик наблюдал, как они собирали образцы, тестировали песок и снимали показания с помощью различных приборов. С течением времени жестикуляция ученого становилась все более напряженной. Наступила ночь, и Патрик начал беспокоиться. Когда он обратился к Витовскому за ответами, лицо ученого было мрачным. Химический состав меняется. Мы ждем окончательных результатов анализов, но никто не уйдет, пока мы точно не узнаем, с чем имеем дело. В полночь пришли результаты анализов. Патрик никогда не забудет выражение лица ученого, когда тот прочитал результаты. Шок, сменившийся неподдельным страхом. «Всем немедленно отойти от воды!» — крикнул Витовский, и на поляне воцарился хаос. Ученые побросали свое оборудование и побежали к палаткам. В этой суматохе Патрик оказался один на берегу. Озеро теперь выглядело по-другому. Вода двигалась в соответствии с законами физики, завихряясь скорее внутрь, чем наружу, и цвет ее стал почти черным. Песок у его ног сам по себе начал смещаться и сползать к воде. Твердая рука схватила его за плечо. Это был Витовский с широко раскрытыми от нетерпения глазами. «Это не разлив химикатов», — прошептал он. Соединения образовали самоорганизующуюся систему, по сути примитивный метаболизм. То, что вы нашли,
Это не озеро, мистер Дженсен. Согласно всем проведенным нами тестам, оно живое. Прежде чем Патрик успел это осознать, земля под ними задрожала. Поверхность озера вздулась в центре, словно огромный пузырь. «Бегите!» — просто сказал Витовский, и они побежали к периметру, когда вода начала подниматься из бассейна, следуя за ними, словно движимая какой-то целью, а не силой притяжения. 3 дня спустя военные официально объявили карантин в Блэкуотер-Форест. Патрика допросили. Он поклялся хранить тайну и отпустил под прикрытием истории о промышленном загрязнении. Но иногда по ночам ему снится голубая вода, которая движется целенаправленно, и, просыпаясь, он задается вопросом, что же сейчас растет на этой лесной поляне, и удастся ли это сохранить. Он удалил видео, но он знает. Некоторые открытия на самом деле невозможно отменить.